Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой ажурный узор, который великолепно смотрится как в кашемировых свитерах, так и в тонких летних топах, маечках, футболочках, платьях и сарафанах. Идеально подходит для паутинки и великолепно выглядит в шалях. Что хочу сказать по пряже. Пряжа, как вы поняли, подходит любая ровная, гладкая пряжа подойдет для этого узора. Как мягкой, так и жесткой скрутки. Подойдет в виде шнурочка пряжа. Спицы нужно подбирать по пряже. К примеру, если вы вяжете из шелка, то лучше взять спицы немножечко меньше, нежели указывает производитель, так как шелк тяжелый, и чтобы узор не получался супер рыхлым, вот немножечко поплотнее вязать. Если это шерсть, кашемир, кидмахер, ангорка, то лучше наоборот взять спицы на полразмера, на размер толще, нежели указывает производитель. Если же это хлопковая пряжа, то я отдаю предпочтение спицам именно того номера, который указывает производитель. Я свой образец вязала из пряжи 50 на 50 шерсть с кашемиром, 320 метров в 100 граммах, и спицы у меня номер 4. Образец, который я буду вязать с вами вместе, буду вязать из полухлопка 50 на 50 хлопок акрил. Длина в 100 граммах 220 метров. И также буду вязать спицами номер 4. То есть более плотно получится. Чем тоньше спица, тем будет больше, ярче выражен рисунок. Но вот именно в кашемировых пряжах мне нравится более рыхлое вязание. Тогда очень красиво раскрывается сам кашемир. Вот так выглядит этот узор. Если вязать снизу вверх, при вязании от горловины он диаметрально противоположно выглядит, но тем не менее очень изысканно и красиво. Вот посмотрите, как это будет смотреться при вязании от горловины. Вообще узор очень интересный. Я бы не сказала, что он супер простой, несмотря на то, что формируется только в лицевых рядах. Но он того стоит. Вот так выглядит изнаночная сторона. В ней ничего примечательного, кроме того, что она гладкая и приятная к телу. Я всегда на этом акцентирую внимание, потому что для меня всегда это очень важно, чтобы нигде ничего мне не мешало. Но это все субъективно. Раппорт узора составляет 15 петель в ширину и 12 рядов в высоту. Для вязания образца вместе с вами я взяла полухлопок, как я вам уже говорила, подобного оттенка, максимально похожего из того, которые были в моем арсенале, для того, чтобы вы сравнили, как будет ложиться узор при более рыхлом вязании и при более плотном. Так, давайте приступим. Я набрала петли обычным способом и провязала установочный ряд просто лицевыми петлями. Первый ряд кромочная, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. У меня петельки расположены правильно, поэтому я их просто все 3 петельки поддеваю и провязываю 1 лицевой вместе.
3 лицевые, раз, два, три, накид, 2 лицевые, раз, два, накид, 3 лицевые, раз, два, три. Теперь мне нужно провязать 3 вместе лицевой с наклоном вправо. При моем способе вязания я буду петли менять местами, расположение самих петель, чтобы они смотрели у меня как изнаночная петля, и у меня не было скрещенных петель в изделии. И вот таким образом, поддевая, на камеру не всегда это удобно делать, провязываю их одной петлей вместе. Накид и 1 лицевая петля симметрии, кромочная. Все четные ряды провязываются здесь по рисунку изнаночными петлями. Я второй ряд провяжу вместе с вами, чтобы вы видели, как ложится накид, как ложатся 3 вместе, которые мы провязываем. Все остальные четные ряды я буду пропускать. Второй ряд. Кромочная и 15 изнаночных. Накиды я провязываю изнаночной. 3 вместе, они правильно расположены, я провязываю также изнаночными петлями. Здесь никакой сложности в изнаночных рядах вообще не возникает. Если вы вяжете по кругу, то у вас четные круги вязания будут лицевыми. Ну и опять-таки смотреть нужно, чтобы просто не было скрещенных петель. Кромочные я провязываю в изнаночном ряду изнаночной скрещенной, в лицевом лицевой скрещенной. Третий ряд. Кромочная, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 вместе с наклоном влево одной петлей, 2 лицевые, раз, два, накид, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петель, чтобы не было скрещенных. Вы смотрите, когда вам нужно менять, вправо или влево, когда они идут, в зависимости от способа вашего вязания. Лицевая и накид. Я закончила провязывать раппорт узора. Вы вяжете то количество, которое вам нужно для изделия. И ряд при поворотном вязании заканчивается 1 петлей симметрии лицевой и кромочной петлей. Пятый ряд. Кромочная, 3 лицевые, раз, два, три, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 лицевые и симметрично накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо. Я не оговорилась, сначала у нас было 3, теперь у нас 2 вместе. И 2 лицевые. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю 1 лицевой петлей симметрии и кромочной. 7 ряд. Кромочная, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе, лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, раз, два, три, 4, 3 вместе лицевой с наклоном вправо.
Когда вы делаете убавление 2 и 3 вместе, всегда следите, если это не указано по рисунку, чтобы не было скрещенных петель, и они ложились ровно. Накид, 1 лицевая, накид и 1 лицевая. Я провязала раппорт узора. Заканчиваю ряд 1 лицевой петлей симметрии и кромочной. 9 ряд. Кромочная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, накид. Теперь нам нужно вот эти 3 петли провязать вместе так, чтобы вторая центральная петля у нас была по центру, сверху. Для этого я первые 2 петли переношу на правую спицу, за работой поднимаю первую, а перед работой центральную петлю. И вот таким образом я меняю их местами, и у меня получается вторая петля сверху. Далее я их провязываю просто 1 лицевой петлей. Вот таким образом. 2 лицевые. И теперь симметрично мне также нужно здесь провязать 3 вместе со второй центральной петлей. Я поменяла их местами. Когда меняю местами, вторая петелька у меня идет перед работой, чтобы она оставалась сверху, вот здесь, а не под низом. Просто обратите на это внимание. Вот я поменяла их местами, и все 3 провязываю 1 лицевой. Накид, 2 лицевые, накид и 1 лицевая. Я провязала раппорт узора. Ряд при поворотном вязании заканчивается 1 лицевой петлей симметрии и кромочной. 11, последний лицевой ряд раппорта узора. 1 кромочная петля, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, 3 вместе со второй петелькой посередине. Меняю таким же образом их местами. За работой первую поддеваю, перед работой вторую. Переношу на левую спицу и провязываю 1 лицевой. Далее по схеме идет еще раз 3 вместе со второй центральной петлей. Поступаю таким же образом, меняю их местами и провязываю 1 петлей. Вот так. Далее 1 лицевая, накид, 2 лицевые, накид и 1 лицевая. Я провязала раппорт узора, ряд заканчиваю 1 петлей симметрии и кромочной. Вот мы провязали 1 раппорт этого узора. Он небольшой. Узор идеально подойдет для азиатского ростка. Как раз высота позволительная, 12 рядов. Поэтому, по плотности, видите, когда вяжешь более плотно, рисунок более выразителен. Это просто я провязала 1 раппорт. Если провяжу еще 1, то будет отчетливо видна вот эта Эйфелева башня, я ее называю. Очень четко, потому что при плотном вязании все петельки на месте, никто никуда рыхло не разбегается. В каждой пряже этот узор будет смотреться интересно, но по-своему. Как видите, узор несложный. Единственная сложность — не запутаться в накидах и убавлениях. Поначалу нужно смотреть по схеме, потом это все становится интуитивно понятно, потому что идут четкие линии вот эти все, и ты понимаешь, какую петельку где тебе нужно вязать. Надеюсь, вам этот узор понравился. Спасибо, что провели это время со мной.
Всем легких петелек и красивых воздушных изделий. До встречи в следующем видео.